Как успокоить кашель? В зимнее время, кроме эпидемии гриппа, отмечается рост заболеваемости от других респираторных вирусов, парагриппа, аденовирусов и смешанных инфекций. Нередко возникают повторные ОРВИ и вызываются бактериальные осложнения. Типичный набор проявлений – лихорадка, общая интоксикация и различные поражения респираторного тракта. Наиболее мучительным симптомом поражения респираторного тракта является кашель. Кашель – защитная реакция, компенсирующая ослабленную функцию ресничек бронхов, которые в норме быстро очищают слизистую от бактерий и вирусов. Кашель возникает из-за повреждения вирусами слизистой оболочки и раздражения, гиперактивности нервных окончаний респираторного тракта. Эти изменения слизистой оболочки и являются причиной чихания, першения в горле и навязчивого кашля в начале заболевания. В дальнейшем кашель усиливается, но проявляется по-разному. При ларингите мокрота очень сухой. Синусит, аденоидит, аллергический ринит сопровождаются кашлем вследствие раздражения глотки и гортаноглотки слизью, стекающей по задней стенке глотки. Ну а уж если инфекция ударила по бронхам, особенно у курильщиков, кашель проявляется по полной программе. Облегчить состояние больного, страдающего от кашля, помогают лекарственные травы, которые содержат несколько активных веществ. Важным преимуществом такого лечения является многоцелевое воздействие различных компонентов, что многократно усиливает лечебные эффекты. В качестве примера основных растений для борьбы с кашлем можем использовать следующие растения для приготовления сборов. Противовоспалительные действия – это зверобой, календула, девясил и матемачиха. Спазмолические – багульник, ромашка, душица, валерьяна, чебрец. Антисептическая – календула, ромашка, подорожник, девясил, багульник, шалфей, зверобой, можжевельник и эвкалипт. Противоаллергическая – солодка, фиалка трехцветная, бадан и череда. Отхаркивающая – это аир, алтей, багульник, девясил, мать-мачеха, подорожник, солодка и чебрец. Из этих твар можно приготовить сбор для отваров и дополнить их целебные свойства витаминными растениями и адаптогенами.